Всем привет! Вы находитесь на канале Радости частного дома, и с вами, как всегда, Вадим. Выкопал я свой чеснок, и сегодня я хочу вам показать, как правильно подготовить чеснок к хранению после уборки на зиму. Как сушить чеснок после выкапывания с грядки. Если погода позволяет, то выкопанный чеснок можно оставить на 2-3 часа на свежем воздухе, прямо на грядке уложив рядом, при условии отсутствия прямых солнечных лучей. По возможности отряхнуть его от земли. Ни в коем случае не обстукивайте головки чеснока друг от друга. Отряхните землю рукой и оставьте его на грядке. Потом процедуру повторите. Но помните, что так сушить лук можно при отсутствии прямых солнечных лучей. Вот таким вот образом я собираю свой чеснок в пучок по 10-15 головок, в зависимости от размера головок чеснока. Первое простое правило, которое позволит вам удачно сохранить урожай, не обрезать чесночные листья сразу после выкапывания. В процессе сушки головки чеснока дополнительно наберут питательные вещества из листьев. Теперь берем веревку, связываем пучки. Завязывайте веревку как можно выше и убираем чеснок в проветриваемое помещение. Я подвешиваю в гараже, машины там и горючих смазочных материалов нет. Сушить чеснок нужно 2-3 недели, а то и месяц, в зависимости от помещения и влажности. Не спешите убирать чеснок, чем лучше он просохнет, тем лучше будет храниться. Прошел у меня месяц, чеснок мой полностью высох. Об этом говорит ломкость засохшей зелени, она легко ломается с треском, значит ботва полностью высохла. Как и где сушить чеснок? Сушить чеснок необходимо при температуре 25-35 градусов. Если сушить чеснок выше 35 градусов, например, на чердаке в жару, где температура на солнце намного выше, так как нагревается кровля, то чеснок может получить тепловой удар. Зубок чеснока становится стекловидным, лёжкость такого чеснока сокращается. Сушить чеснок на прямых солнечных лучах нельзя ни час, ни два. Чеснок может получить солнечный ожог. Лёжкость такого чеснока тоже сокращается. Настал момент обрезки корней и стебля чеснока. Очищаем головку и корни от земли. Допускается при чистке от земли снимать верхнюю тонкую часть шелухи. Для обрезки я использую садовые ножницы, можно использовать секатор. Корни обрезаем как можно короче, при этом не повредив головку чеснока. Ни в коем случае не выкручивайте корни. Да, так чеснок выглядит красивее, но храниться будет хуже. Обрезка стебля чеснока делается так. Отступаем от головки чеснока 3-4 см и обрезаем. И убираем в ту тару, где мы будем хранить чеснок. Хранить чеснок я буду в пластиковом ящике в доме. Этот способ называется тепловой. Температура желательно должна быть 18-20 градусов. Влажность не выше 70%. Нельзя при хранении допускать попадания прямых солнечных лучей. Лучше его затенить газетой или тканью, но помним, чеснок должен быть проветриваемый. Нельзя хранить чеснок вблизи отопительных приборов, например, батарей. Теплый пол тоже недопустим. Существуют разные способы хранения чеснока, но, впрочем, это уже совсем другая история. Напишите мне в комментариях, снять вам видео на эту тему, да или нет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.